Большинство населения Республики Ингушетия – это сельские жители. И вы как-то сказали, что видите аграрный сектор основным в экономике Ингушетии. Вот что в этом плане делается и уже сделано? Ну, в первую очередь скажу, не затрагивая аграрного сектора, мы сейчас для женской части населения делаем хороший, мощный технопарк. Это более 5000 женщин будет задействованы, фабрики, цеха и все остальное. Все предварительные договоренности, документы подписаны, площадки определены, и уже буквально там вот-вот начнутся там работы. Это тоже делает не наш инвестор, это уже делает московский инвестор, который будет в республике работать. По агропромышленному комплексу я скажу, что с учетом замены руководства Министерства сельского хозяйства мы нашли там хорошего парня, который сам практик, у которого там свое предприятие было лучшее в республике. И буквально за 8 месяцев его работы хороший прорыв, в том числе и в развитии агропромышленного комплекса. Мы здесь государственные предприятия, это такие как сельхозкультуру выращивать, такие как молочно-мясные комплексы, такие как овощеводческие комплексы, виноградарство. Вот это будет, животноводство, это будет чисто государственно. Ну и мы развиваем крестьянское фермерское хозяйство. У нас в этом году по всем направлениям мы где-то на 4-5% повысили производительность. Да? В зерновую у нас в прошлом году было очень плохо, я это тоже докладывал, не скрывая. В этом году у нас рост хороший. Мы собрали в кое века, вообще на тех местах, где раньше 17-15 центнеров всего с гектара собирали, мы в этом году собрали 35-40, 45. То есть мы в этом году заготовили полностью семена на всю республику, и сейчас соседняя республика у нас закупает семена, в том числе. Соседняя республика у нас закупает семена. То есть, а в прошлом году мы сами этим вопросом занимались. Сложность тоже в этом была, тоже плюс большой. Мы вторые по Северо-Кавказскому федеральному округу по мясу, по молоку, по яйцам, по зерну. То есть это тоже в плюсе, да, вторые. Это хороший показатель в этом году. И, конечно, мы сейчас основной упор делаем на то, что с учетом, как я сказал, развития туристического направления, основным продуктом поставления туда это будет сельхозпродукция. Это и молоко, и мясо, и хлеб, и все остальное, да. И здесь тоже мы сейчас больше упор делаем на крестьянское фермерское хозяйство, не только на глупые, но и крестьянское фермерское хозяйство. Ну и таким большим плюсом в этом году было то, что уже к нам приезжают с соседних регионов закупать нашу продукцию. Мы встряхнули хорошо крестьянское фермерское хозяйство. Я думаю, что в следующем году более уже целенаправленно в этом направлении будем работать. И, как я уже говорил, мы те средства, которые у нас высвобождаются, которые появляются на поддержку, на снижение напряжения на рынке труда, мы их планируем не выдавать на руки, то есть, опять же, в рамках закона смотреть, а строить на эти деньги именно в населенных пунктах, в сельской местности, молочные цеха, мясные цеха, другую, там, производственные другие мощности, на которых люди бы могли просто прийти и работать. Плюс мы большое внимание сейчас выделяем, программа сейчас готовится, буквально в этом году она будет завершена, чтобы люди с весны могли бы работать. У нас много огородов частных, не спаханных. Когда у людей спрашиваешь, почему, они говорят, что нам легче купить, где-то кто-то работает, да, легче купить, чем выращивать. То есть там весь огород, да, что-то. Или мы вот для себя чисто выращиваем то, что нам на зиму хватит, да. А мы сейчас делаем торгово-закупочную базу и будем уже выставлять цены какие, чтобы люди сажали, растили, и чтобы они знали, что когда они вырастут урожай, мы у них выкупим. В том числе не только там они должны куда-то привезти, а будет машина разъезжать по селам, как это в советское время было, в старые добрые времена. И все, и молоко, и картошку, и мясо, и все у них будет выкупать по той цене, которая там, конечно, будет их устраивать, и государство устраивать. И это все потом мы, или будут приезжать те же торговцы, малоиндивидуальные предприниматели, закупать оптом на рынках или торгово-закупочной базы возить, или мы будем организовывать ярмарки. То есть какие-то такие формы мы, конечно, с изучением опыта Воронежской области, Липецкой области, Белгородской области, Кабардино-Балкарии, там, где Ставропольского края, там, где очень мощно развивается это все, изучает опыт, мы тоже делаем.
Ну и плюс мы буквально вот подписали соглашение с китайцами по тепличным комплексам, в том числе и наши производители, которые хотят тепличное хозяйство развивать. И плюс мы с польскими подписали тоже коллегами соглашение и для того, чтобы выращивать в республике голубику. Это продукт, ценнейший продукт. Это один из таких, его будет выращивать для медицины. Это как вид лекарства. И когда нам сказали, польские специалисты, изучив субъекты Северокавказа, нашли только в Ингушетии место, где можно эту голубику выращивать, мы поняли, что у нас может это. Ну и плюс мы сейчас возрождаем свои бахчевые. Я в этом году пробовал арбуз, который по вкусу лучше, чем астраханский или оренбургский. Мы вот, я был удивлен, у нас ребята крестьянское фермерское хозяйство вырастили более 200 тонн арбузов, на ярмарке это все продавали. И оказывается, можно и арбузы, и дыни у нас все это выращивать. Вот такие вещи, конечно, в агропромышленном комплексе мы проводим. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей инициативе по укрупнению малонаселенных административных единиц в 2 районах республики. Ну, даже не в 2, а во всех районах республики. Мы просто изучаем пока тему. Здесь я не хочу пока пугать никого. Почему? Потому что каждому хочется быть хозяином. Это такая же тема, как мы сейчас на форуме в Сочи задавали вопрос по поводу укрепления регионов в России. Да? И тема такая была, что можем ли, не можем ли, и нужно ли этого вообще делать. И с учетом понимая, что Ингушетия она может попасть не в тот регион, к кому будет все присоединяться, а будет, наоборот, кому-то там, и то я согласился с этим, что надо укреплять регионы, и нельзя вот это все там, 81 регион России, это, конечно, и чиновнический аппарат, и огромные средства. Вопрос в другом, как создать условия, чтобы люди не почувствовали себя сиротами, там, да, или там, чтобы они почувствовали на того, кому их прикрепили, мачехой там, или там, кем-то таким, что не будет такого подхода человеческого. Да? Это, опять же, государство должно отрегулировать вопросы. Мы здесь тоже посмотрели очень много населенных пунктов в республике, где малый процент населения, да, но при этом полностью чиновничный аппарат там присутствует. Что мешает развитию этого села, этого места, где люди проживают, ну и в целом расходовать там, нецелевое расходование, там, опять же, бюджетных средств. Поэтому мы подумали, на меня вышли с предложением жители и чиновники. Мы сейчас изучаем эту тему, как мы можем это сделать. Я думаю, что где-то 6-8 населенных пунктов мы, наверное, будем укреплять. И не могу задать, конечно, этот вопрос. Вот как вы оцениваете обстановку относительно безопасности в республике? Я оцениваю в положительной динамике. Да, у нас август месяц, он и не только у нас, он и в стране, он такой вообще трагический месяц. У нас постоянно то подводные лодки, то нападения, то есть август месяц, он как-то такой... Вот получается для страны, да, ну и в этом году он тоже для Ингушетии выпал. Да, по сравнению с прошлым годом, конечно, это совершенно ничего, но тем не менее у нас активизация началась какая-то там в августе месяце. Мы сейчас провели ряд мероприятий, в том числе и вчера, и сегодня проводятся мероприятия в республике. Мы проводим мероприятия в совокупности, в комплексе и с профилактикой, и с целью убедить людей, чтобы не доводить вопросы до принуждения. Ну и, конечно, там, где нет непонимания, есть непонимание, там, где те же бандиты или кто за ними сидит, не понимает нормального языка, конечно, и до арестов, и до уничтожения в случае оказания сопротивления. По аналогии прошлого года у нас снижение преступности, особенно в сфере деятельности членов банд подполья, незаконных, то, что было самое страшное, членов незаконных вооруженных формирований, у нас более чем на 74%. Это хороший результат. И в связи с этим сразу же идет снижение убитых сотрудников, в том числе гражданских лиц, террористических актов и других явлений. Общая преступность у нас выросла на 1,2%.
И она выросла, мы уже с прокурором республики это обсуждали, она выросла не от того, что ее стало больше, она выросла от того, что мы заставляем регистрировать все виды преступления, в том числе и ДЦП. Есть такая форма, вот здесь есть национальные вещи, то, что мы сначала начинали, да, когда родственники договариваются, люди договариваются, то есть совершили ДЦП, там где-то кого-то покалечили, между собой договорились, и все вроде там не фиксировали преступление. А мы сейчас заставляем фиксировать и наказывать тех, кто совершил ДЦП, чтобы другим было неповадно. И таких вещей не только ДЦП, а и других там мелочных таких преступлений. Мы это все фиксируем, поэтому рост. Но при этом раскрываемость, с учетом этого, у нас больше, выше, чем в прошлом году. То есть у нас в этом году тоже где-то на 25-30% выше раскрываемость преступлений, что тоже важно. Важно, что раскрываемость особо тяжких преступлений тоже выше. В этом тоже плюс. И я хочу искренне сказать, что если у меня раньше была проблема с МВД, с руководством МВД, ФСБ, когда выполняла четко свои задачи, но МВД не дотягивало до этого уровня, то сегодня я должен сказать, что руководство МВД, республику поменяли министром внутренних дел, толковая, хорошая команда собирается. Надеюсь, что в ближайшее время мы назначим и начальника полиции, руководство МВД страны назначит. И вот эта команда, конечно, она вот уже сейчас большие плюсы там нарабатывает. Поэтому я уверенно сегодня говорю, что стабильно, спокойно в республике. Но опять же подчеркиваю, что мы не исключаем. Почему? Потому что мы видим бандитов, видим, где кто находится, по ним работаем. И надеюсь, что они с пониманием отнесутся к тому, что я уже указом своим сделал вот эту адапционную группу, комиссию, с пониманием отнесутся, что это делается именно для них. И они, и их родители к этому отнесутся с пониманием и побыстрее постараются выйти на контакт с нами, чтобы мы их там успокоили и дали бы им возможность жить нормально, мирной жизнью. Конечно, если не поймут, то будем наводить порядок уже законными методами.